Всем привет! Решил сделать короткое видео. Тема, конечно, не очень актуальная, но, возможно, кому-то будет полезно. Итак, у данной модели мультиметра Fluke 28.2 есть проблема, которую некоторые называют инженерным просчетом. Но эта проблема проявляется не у всех экземпляров данного мультиметра, только у некоторых. И скорее это больше похоже на брак. Заключается эта проблема в следующем. Если этот мультиметр включить на режим звуковой прозвонки, также включить максимальную яркость подсветки и замкнуть щупы, то на дисплее появляется значок разряженной батареи. Ну или даже может появиться надпись BAT на дисплее, что означает, что батарея полностью разряжена. Причем эта проблема, она не уходит, даже если заменить батареи на абсолютно новые. Но, как я сказал, такая проблема появляется только у некоторых мультиметров данной модели. Происходит это потому, что зуммер во время своей работы, когда мы замыкаем щупы и он пищит, он потребляет очень большой ток. На некоторых экземплярах этот ток более чем 100 мА, что, конечно же, слишком много. Причина, по которой инженеры так сделали, мне кажется вполне очевидной. Это пылевлагозащищенный мультиметр, соответственно, он имеет герметичный и ударопрочный корпус. То есть, мало того, что в этом корпусе нет отверстий для выхода звука, так еще и стенки этого корпуса очень толстые. Поэтому инженеры пытались таким образом повысить громкость зуммера до максимума. Ну а то, что данная проблема проявляется не на всех экземплярах, возможно, связано с браком самого зуммера или из-за высокого тока в зуммере происходит межвитковое замыкание, или еще что-то, неважно. Данное видео не об этом, видео о том, как решить эту проблему. Прежде всего, данная проблема является гарантийным случаем, а так как на эту модель распространяется пожизненная гарантия, поэтому если вы покупали свой мультиметр у официального дилера, вы можете обратиться в официальное представительство Fluke за бесплатным ремонтом. И уже были такие прецеденты, и люди действительно получали бесплатный ремонт, либо даже получали абсолютно новый такой мультиметр. Ну а если по тем или иным причинам вы не можете получить бесплатный ремонт, я в этом видео покажу, как решить данную проблему. Итак, если вы попробуете поискать в интернете, то найдете очень странное решение, в котором предлагается перерезать дорожку на плате, и в этот разрыв впаять резистор. Но на самом деле все проще. Достаточно увеличить сопротивление резистора R130. Давайте я покажу на схеме. Схема включения зуммера очень простая, можно даже сказать классическая, и выглядит она вот так вот. Прямоугольные импульсы частотой примерно 2,5 кГц управляют ключом на транзисторе Q34. Резистор R130 является токоограничивающим. Именно он задает ток через зуммер в этой схеме. И для решения проблемы повышенного потребления и появления значка разряженной батареи нужно заменить именно этот резистор R130. Как вы видите в схеме и в самом мультиметре, этот резистор имеет сопротивление 7,5 Ом. Заменить этот резистор можно на резистор с сопротивлением от 30 до 100 Ом. Можно, конечно, и больше сопротивления использовать, но в этом особого смысла нет, так как зуммер тогда будет звучать совсем тихо. Оптимальный ток зуммера должен быть примерно от 30 до 50 мА, так как максимальный ток этого зуммера 95 мА. По сути, этот резистор R130, он задает громкость звучания зуммера. Поэтому, увеличивая сопротивление этого резистора, мы уменьшаем громкость зуммера. Я не говорю вам точное значение сопротивления нового резистора, который сюда нужно впаять, потому что вам придется самостоятельно, опытным путем подобрать сопротивление данного резистора, чтобы и ток потребления данной схемы был приемлемым, и громкость звучания зуммера была достаточная для вас. Резистор R130 в мультиметре используется типоразмера 1210, но его можно заменить на более распространенный типоразмер 1206. И не стоит переживать о мощности данного резистора, так как мы увеличиваем сопротивление резистора, следовательно, ток в цепи уменьшится, и нагрев резистора тоже уменьшится, поэтому мощности резистора 1206 вполне хватит.
Вы также можете попробовать заменить зуммер на какой-то другой с большим сопротивлением катушки. У меня это не получилось. Я не смог найти зуммер нужного типа размера с сопротивлением катушки больше 16 Ом, потому что установлен здесь именно на 16 Ом зуммер. Данный способ может не сработать, так как нужен зуммер, у которого резонансная частота примерно 2,5 кГц. С другими будет звучать очень тихо. На своем мультиметре я установил резистор сопротивлением 39 Ом. Звук стал немножко тише, но для меня так даже лучше. Я не люблю громкие зуммеры. Хотя в моем мультиметре не появлялся значок разряженной батареи, но я посчитал, что все равно ток как-то слишком большой во время прозвонки, и я увеличил сопротивление этого резистора. Вот так просто можно решить данную проблему, заменив всего один резистор. На этом у меня все. Как всегда, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Всем пока!